Весна в наших краях приходит не с цветами. Она приходит с тяжелой вязкой грязью. Но в этом году распутица принесла нечто более мрачное, чем бездорожье. Густой туман, накрывающий трассу каждую ночь, стал ширмой для хищника. Я видел, как мой регион парализовало тихим страхом. Женщины перестали ездить одни, мужья встречали жен с работы, сжимая руль до побелевших костяшек, а на меня смотрели с немой надеждой, которую я пока не мог оправдать, потому что за последние 2 года эта дорога, петляющая среди болот, бесследно поглотила 11 женщин. Просто вдумайтесь в эту цифру, которая жгла мне сердце. 11 молодых, полных планов людей просто исчезли, и 5 из них позже обнаружили в топях. И мне приходилось лично сообщать их близким самую страшную новость в их жизни. Однако самое жуткое для меня, как для следователя, крылось в другом факте, не дававшем спать. 6 девушек я так и не нашел. Ни единого следа, ни вещей, словно они шагнули в другое измерение. И это профессиональное бессилие сводило меня с ума. Я заступал на смену, прекрасно понимая, что ищу призрака, который не оставляет отпечатков и избегает камер, но в отделе висело напряжение, когда каждый звонок заставляет вздрагивать. И вот ровно в 3 часа ночи эту тишину разорвала трель дежурного телефона. Я поднял трубку и услышал голос, в котором вибрировала паника, ведь дежурный даже не стал тратить время на приветствие. На 40-м километре, в самой темной точке трассы, патрульный экипаж обнаружил машину, стоящую на обочине, и ее водительская дверь была распахнута настежь, приглашая заглянуть в пугающую пустоту салона, где не было ни души. Я медленно положил трубку, чувствуя, как пульс начинает стучать в висках, потому что это была не просто находка, это было личное послание мне, список открыт снова. И это была уже 12-я. Я прибыл на точку, когда ледяной весенний ливень уже безжалостно смывал последние отпечатки на асфальте, превращая место происшествия в серую, размытую акварель. И в тревожном пульсирующем свете синих проблесковых маячков брошенная на обочине малолитражка выглядела пугающе одинокой и беззащитной. Ее водительская дверь была распахнута настежь, словно в немом крике о помощи, и порывистый ветер раскачивал ее с неприятным, режущим слух металлическим скрипом. Но самое страшное ждало впереди. Повинуясь инстинкту, я положил ладонь на капот автомобиля. Металл был не просто прохладным, он был ледяным, промерзшим до самого основания, и это могло означать только одно – двигатель заглох очень давно, и машина простояла здесь, на виду у тысяч проезжающих водителей целые сутки, 24 часа человеческого безразличия. Каждый, кто видел этот автомобиль, просто жал на газ. Люди думали, что у кого-то кончился бензин, а в это время счет чужой жизни шел на минуты. Я, стоя под дождем, отчетливо понял, что мы фатально, безнадежно опоздали к началу этой партии. Тяжелое осознание того, что неизвестный нам противник получил фору в целые сутки, камнем легло мне на плечи, ведь за такое время можно уехать на другой конец страны, но я заставил себя собраться и направил луч мощного фонаря в темный салон, надеясь найти хоть какую-то зацепку. Там, внутри, царила пугающая, звенящая нормальность. На пассажирском сидении небрежно брошена дамская сумочка, из которой виднелся край кошелька, рядом лежал телефон с черным экраном, а на заднем диване покоились пакеты из супермаркета, где продукты уже давно испортились. Все внутри этой маленькой крепости кричало о том, что хозяйка вышла всего на секунду, может быть, чтобы протереть фары или проверить странный звук, и она абсолютно точно собиралась вернуться, потому что никто не бросает документы, деньги и еду посреди ночной трассы по своей воле. Никаких признаков борьбы, разбитых стекол или перевернутых вещей, салон был идеально чист, словно она просто испарилась в воздухе по щелчку пальцев. Но именно эта стерильность и отсутствие следов сопротивления
навели меня на мысль, что она остановилась не сама, а поверила кому-то, кто умел внушать доверие, и чтобы понять логику этого зверя, мне нужно было срочно поднять архивы и взглянуть в лица тех, кого он забирал раньше. Вернувшись в мрачную тишину своего кабинета, я достал из сейфа тяжелую пухлую папку с делами предыдущих жертв, чтобы снова пропустить через себя эту боль и освежить в памяти каждую деталь. Ведь для поимки такого хитрого зверя нужно четко понимать, на кого именно он охотится. Сухие строчки полицейских протоколов скрывали за собой настоящую бездну человеческого горя, потому что это были не просто случайные прохожие, а целая галерея жестоко прерванных судеб. И третьей в этом скорбном списке значилась Анна, которой было всего 22 года. Талантливый детский тренер по художественной гимнастике, она возвращалась домой после важных соревнований, где ее маленькие воспитанницы взяли золото, и в багажнике ее машины так и остались лежать сияющие кубки и медали, которые она везла показать родителям. Но саму Аню грибники нашли лишь спустя месяц в глубокой торфяной яме, небрежно заваленной еловыми ветками. Седьмой жертвой стала Елена, 29 лет, блестящий врач-педиатр, спасшая десятки детских жизней. Но никто не смог прийти на помощь ей самой, когда она спешила к семье после тяжелой смены, и ее тело обнаружила собака-охотника только весной, когда сошел снег, причем руки несчастной были надежно зафиксированы. Девятой в списке шла Ирина, 25 лет, волонтер с огромным сердцем, все свободное время помогавшая бездомным животным, которую нашли в глухом затоне реки, и всех этих женщин объединяло одно – они были молоды, от 20 до 40 лет, красивы, и, что стало для них роковым обстоятельством, находились за рулем одни. Судмедэксперты в своих заключениях были единодушны и категоричны. Причиной гибели во всех случаях стало вмешательство извне, не оставившее шансов, а перед этим преступник долго удерживал их, упиваясь своей абсолютной властью и полным контролем над чужой судьбой. Он принципиально не использовал оружие, ему нужны были только собственные руки и неподдельный ужас в глазах жертвы. И это сознание того, что он цинично выбирал самых лучших, самых светлых и беззащитных, внутри у меня закипала холодная расчетливая ярость. Мы прекрасно понимали, что камеры на трассе отсутствуют, прямых свидетелей нет, а топки и болота умеют хранить тайны веками. Поэтому у нас оставался единственный, хоть и призрачный шанс спуститься с небес на землю и начать искать там, где люди привыкли молчать и стараются не замечать чужаков. Понимая, что технический прогресс на этом участке трассы бессилен, ведь здесь нет ни камер, ни стабильной связи, я принял единственно верное решение – спуститься на землю и начать изнурительную работу ногами, просеивая через мелкое сито каждое поселение и хутор вдоль дороги. Моя оперативная группа разбилась на экипажи и направилась в глухие деревни, где время словно застыло, а появление незнакомой полицейской машины вызывает настороженную тревогу, и нам пришлось стучаться в каждые ворота, разрывая эту плотную завесу угрюмого молчания. Люди были напуганы до такой степени, что при виде наших удостоверений многие просто запирали двери на засовы, предпочитая делать вид, что их нет дома. Но я не мог позволить себе отступить. Ведь где-то там, в сырой темноте, счет шел на часы, а надежда таяла с каждой минутой. Мы целенаправленно искали тех, чья жизнь связана с ночной трассой, нелегальных таксистов, водителей лесовозов, сторожей и тех, кто страдает бессонницей, надеясь, что хоть кто-то заметил нечто странное в ту роковую ночь. Разговоры давались тяжело. Местные жители отводили глаза и говорили полушепотом, пересказывая жуткие слухи о черном автомобиле-призраке. Но никакой конкретики в этих байках не было, и мне приходилось идти на крайние меры, используя самый жесткий психологический прием. Я смотрел в лица хмурых отцов и говорил прямо: «Сегодня вы молчите, потому что это чужая девочка.
Но хищник никуда не уйдет. Завтра на той же обочине может оказаться ваша дочь». Эти слова действовали как ледяной душ, заставляя людей вздрагивать и начинать вспоминать детали. Мы переработали тонны пустой информации, отсеяли десятки ложных сигналов и суеверий, и казалось, что мы просто бьемся головой о глухую стену деревенского равнодушия, пока в одном из самых отдаленных поселков, куда даже автолавка приезжает раз в неделю, удача, наконец, не улыбнулась нам по-настоящему, подарив странное свидетельское показание, от которого вся картина расследования мгновенно перевернулась. На окраине одной из самых глухих деревень, куда вела лишь разбитая тракторами колея, я, наконец, получил ту самую ниточку, которой нам так отчаянно не хватало. И пришла она от человека, на которого поначалу никто из опергруппы даже не обратил внимания. Местный сторожил, сидя на скамейке у своего покосившегося забора, неожиданно вспомнил эпизод, показавшийся ему странным еще несколько дней назад, но которому он не придал значения, пока не увидел мои погоны и неподдельную тревогу в глазах. Он рассказал мне, что на самом рассвете, когда густой туман еще плотно укрывал низины, к старой водоразборной колонке на краю села подъехал неприметный серый седан, за рулем которого сидел крепкий угрюмый мужчина, чье лицо было надежно скрыто низко надвинутым капюшоном темной толстовки. Странность, по словам деда, заключалась не в самом факте раннего визита, а в том, с каким маниакальным, пугающим усердием этот незнакомец принялся намывать свой автомобиль в такую погоду, когда вокруг царит непролазная весенняя грязь, и любой транспорт превращается в ком глины через 5 минут езды. Свидетель заметил, что водитель не просто ополаскивал кузов водой, а остервенело тер обшивку багажного отделения жесткой щеткой, используя неестественно много пены, словно пытался вывести какое-то стойкое пятно или уничтожить невидимые улики, которые буквально жгли ему руки. Это поведение шло вразрез с любой житейской логикой, ведь ни один нормальный водитель в здравом уме не станет устраивать генеральную химчистку машины посреди деревенской распутицы, если только ему не нужно срочно и навсегда избавиться от следов чего-то ужасного, что произошло этой ночью. Свидетель уверенно описал автомобиль как обычный отечественный седан серого цвета, который в потоке идеально сливается с мокрым асфальтом, становясь практически невидимым для глаз. И эта деталь заставила мое сердце забиться чаще, ведь пазл начал складываться. Я, наконец, получил описание нашего призрака, но искать серую машину в огромном регионе – это все равно, что искать иголку в стоге сена. Поэтому мне нужно было срочно понять не только, на чем он ездит, но и где именно он находит своих жертв. Ведь такая пугающая избирательность не могла быть случайной. И ответ, как выяснилось, все это время лежал на поверхности, запечатленный в цифровой памяти. Вернувшись в отдел, я немедленно распорядился изъять архив записей с камер видеонаблюдения всех крупных автозаправочных станций в радиусе 50 километров, понимая, что это наша единственная возможность отследить маршрут хищника до момента рокового сближения с жертвой. Началась самая изматывающая и монотонная часть расследования. Бесконечные часы перед мерцающими мониторами, когда глаза начинают слезиться от напряжения, а внимание притупляется от однообразия картинки. Но именно в этом бесконечном цифровом потоке мы, наконец, увидели то, от чего по спине у меня пробежал ледяной холод. На одной из записей, сделанной на заправке ровно за полчаса до исчезновения 12-й девушки, я заметил уже знакомый по описанию серый седан, который вел себя совершенно нетипично для обычного транзитного транспорта, спешащего по делам. Машина была припаркована в самой темной, слепой зоне площадки, куда едва доставал свет фонарей, а ее водитель даже не выходил к колонкам, чтобы заправить бак. И все это время он сидел внутри, в руке остывший кофе. С терпением хищника в засаде
Он наблюдал за каждым, кто останавливался рядом. Я видел, как он равнодушно проигнорировал семейный минивэн, скользнул безразличным взглядом по шумной компании парней и не заинтересовался дорогим внедорожником. Но стоило к колонке подъехать нашей потерпевшей, как вся статика кадра мгновенно изменилась, будто внутри серой машины натянулась невидимая пружина. Девушка вышла оплатить топливо, беспечно поправляя прическу и ничего не подозревая о том, что ее судьба решается прямо сейчас. А серый автомобиль в тени словно хищно пригнулся к земле, его стоп-сигналы погасли, и как только она выехала обратно на ночную трассу, он без суеты плавно и уверенно тронулся следом, держась на идеальной дистанции для атаки. Самое досадное и злое открытие ждало меня при попытке приблизить изображение. Номерные знаки его машины были густо, слоем в несколько сантиметров, залеплены грязью, не случайно, а намеренно, чтобы ни одна автоматическая система не смогла их распознать. Теперь я точно знал механику его циничной охоты. Но этот успех лишь подвел меня к еще более мрачной загадке. Ведь прочесывание местности дало страшный сбой. Мы нашли 5 погибших, но где находятся еще 6 женщин, которых болото почему-то отказалось возвращать? Я стоял перед огромной картой района, на которой красными булавками были отмечены места обнаружения 5 погибших женщин. И все эти точки с пугающей математической точностью группировались в одном и том же секторе – на гнилой кромке бескрайних торфяных болот, куда по доброй воле не рискнет зайти ни один местный житель. Железная логика следствия подсказывала мне, что 12-я жертва, как и те 6 несчастных, что числились пропавшими без вести уже много месяцев, должны находиться именно там, поэтому мы снова, стиснув зубы, организовали масштабную поисковую операцию, бросив на прочесывание этой гиблой местности все свободные силы региона. Это был настоящий физический ад. Мои люди проваливались в ледяную зловонную жижу по пояс, служебные собаки скулили и теряли след в сыром тяжелом воздухе, пропитанном запахом гниения, а мы метр за метром методично протыкали топкую почву длинными металлическими щупами, каждый раз внутренне сжимаясь от страха наткнуться на что-то мягкое. Липкая грязь забивалась в сапоги. Холодный дождь не прекращался ни на минуту, смывая пот и слезы отчаяния. Но мы упорно шли вперед, движимые чувством вины. Однако с каждым часом надежда найти хоть что-то сменялась тяжелым давящим недоумением, потому что болото, которое раньше исправно отдавало нам свои мрачные тайны, на этот раз хранило абсолютное, гробовое молчание. Мы перевернули буквально каждую кочку, проверили все омуты и затоны, где наш чистюля мог спрятать следы своих злодеяний. Но результат был пугающе нулевым. Ни вещей, ни тел остальных девушек там просто не было. И эта звенящая пустота пугала меня даже больше, чем самая страшная находка. Я смотрел на черную воду и чувствовал, как внутри зарождается догадка, от которой мороз пошел по коже. Ведь серийные хищники — это рабы своих привычек. Они никогда не меняют место так кардинально, если только их цель не изменилась. Если болото чистое, значит, он не оставил их здесь, а это вело к единственному выводу. Он увез их, но не для того, чтобы скрыть следы, а чтобы сохранить для себя. И внезапно наш поиск превратился в безумную гонку, потому что я осознал, мы ищем не кладбище, а тайную тюрьму, где время для пленниц стремительно истекает. И чтобы найти это место, нам нужно заглянуть в самую тьму человеческой психики. Чтобы подтвердить свою страшную догадку, я обратился к лучшему специалисту по криминальной психологии,
и его вердикт заставил кровь застыть в моих жилах. Ведь мы искали не простого злодея, а расчетливого коллекционера, для которого тотальный контроль над жертвой важнее самого акта агрессии. Эксперт на пальцах объяснил мне жуткую логику этого зверя. Те 5 женщин, чьи тела мы нашли в болоте, стали, на его языке, производственным браком. Они, вероятно, оказали яростное сопротивление, кричали или не подчинились правилам его больной игры. Поэтому он цинично утилизировал их как сломанные вещи, недостойные места в его мире. Но пугающая пустота в делах остальных 6 пропавших без вести говорила об обратном. Эти девушки подошли ему, он сумел сломить их волю и теперь держит где-то в надежном, звукоизолированном укрытии, наслаждаясь ролью вершителя судеб. И наша 12-я жертва прямо сейчас находится в том же аду, где каждая минута длится вечность. Самое страшное в этом профиле заключалось в том, что такой хищник – это не дикий отшельник из леса, а идеальный социальный хамелеон, который живет среди нас. Он может быть вашим тихим соседом, коллегой по работе или тем вежливым водителем, что уступает дорогу на перекрестке. Он виртуозно носит маску абсолютной нормальности, исправно платит налоги и, возможно, даже имеет семью, которая ни сном, ни духом не ведает, что за монстр спит в соседней комнате. Но у него есть тайная, темная жизнь, скрытая от посторонних глаз. Осознание того, что мы ищем не трупы, а живых людей, запертых в клетке, изменило все. Время стало нашим главным врагом. Ведь интерес коллекционера не вечен, и как только игрушка ему наскучит, он без колебаний заменит ее новой. Мы не могли больше позволить себе просеивать тонны песка в поисках иголки. Нам нужен был мощный магнит, который сам притянет к себе это зло. И я, прекрасно понимая всю степень риска, положил на стол начальника безумный план операции, где ставкой была жизнь моего сотрудника, потому что другого способа выманить зверя из норы у нас просто не осталось. Ждать, пока этот невидимый хищник выберет свою 13-ю жертву, было бы преступной халатностью. Ведь каждая минута промедления могла стоить кому-то жизни. Поэтому мы решили не играть в рулетку с судьбой, а самим расставить капкан, в который он просто обязан угодить. Мы разработали отчаянную и невероятно рискованную операцию на живца, прекрасно понимая, что ставим на кон безопасность нашего собственного сотрудника, но другого выхода у следствия просто не существовало. И на роль приманки идеально подошла лейтенант Екатерина, молодая, хрупкая на вид девушка 25 лет, чей типаж с пугающей точностью совпадал с теми фотографиями, что лежали в папках с делами пропавших. У нее были длинные волосы, приятная внешность и та самая иллюзорная беззащитность, которая так сильно привлекала зверя. Поэтому мы отправили ее на трассу глубокой ночью в гражданской одежде на самой обычной, побитой жизнью малолитражке. Легенда была проста до банальности. Внезапная поломка двигателя на самом глухом участке дороги, включенная аварийная сигнализация и одинокая девушка за рулем, тщетно пытающаяся дозвониться до родных там, где сеть никогда не ловит. А мы, группа силового захвата, буквально превратились в теней, залегши в мокром холодном подлеске в десятках метров от обочины. Нам пришлось вжиматься в весеннюю грязь, стараясь слиться с ландшафтом, чтобы ни один случайный блик, ни один неосторожный звук не выдал нашего присутствия. И это были самые долгие и мучительные часы в моей профессиональной жизни. Ледяной дождь пробивал до костей, вода хлюпала в ботинках, а мышцы сводила от дикого напряжения, но никто из бойцов не смел даже пошевелиться, пока мимо проносились редкие ночные фуры, водители которых даже не думали притормаживать, напуганные дурной славой этого проклятого места. Екатерина сидела в машине одна, талантливо изображая панику, но я знал, что ее рука крепко сжимает табельное оружие под курткой, ведь если мы ошибемся хоть на долю секунды, она останется один на один с монстром, которого мы сами и пригласили. Тишина давила на уши, нервы у всех были натянуты как струна, готовая лопнуть от любого шороха,
И когда, казалось, сама ночь уже устала от этого бесконечного ожидания, на горизонте, разрезая густой туман, появились тусклые фары, которые двигались совсем не так, как все остальные, слишком медленно, слишком вкрадчиво, словно вынюхивая добычу в темноте. Тусклые фары, вынырнувшие из густого предрассветного тумана, медленно и осторожно ощупали стоящую на обочине машину нашей сотрудницы, и серый седан, словно крадущийся зверь, плавно подкатился сзади, остановившись на почтительном расстоянии. Но водитель не спешил покидать свой теплый салон. Целую минуту, которая показалась мне вечностью, он просто сидел и смотрел, вероятно, проверяя, нет ли в машине спрятанных пассажиров или случайных попутчиков. И в этой гнетущей, выжидательной тишине слышался только монотонный стук дождя по крышам и бешеное биение моего собственного сердца. Мы лежали в холодной грязи, боясь даже моргнуть, и я молил всех известных мне богов, чтобы у Кати не дрогнул голос, и она сыграла свою роль до конца, ведь прямо сейчас она находилась на расстоянии вытянутой руки от бездны, в которую уже канули 11 человек. Наконец водительская дверь серого автомобиля открылась, и на мокрый асфальт уверенно ступил мужчина. Он был высоким, широкоплечим, в надвинутом капюшоне, и его движения были лишены всякой суеты, наполненные пугающим хозяйским спокойствием. Он не озирался по сторонам, не нервничал, он просто шел к своей цели ровным пружинистым шагом, и в этой походке читалось не благородное желание помочь одинокой девушке, а холодное расчетливое намерение забрать то, что он уже мысленно считал своим трофеем. Когда он подошел вплотную, и Катя, следуя строгой инструкции, лишь немного приспустила боковое стекло, тусклый свет салонной лампы на мгновение выхватил из темноты его лицо, которое я отчетливо разглядел в мощный бинокль, и увиденное заставило меня похолодеть от ужаса. Передо мной стоял не монстр с безумным перекошенным взглядом, а совершенно обычный, даже приятный человек с открытым лицом, похожий на чьего-то заботливого отца или вежливого соседа, с которым вы каждое утро здороваетесь в лифте. Он мягко улыбнулся, и эта спокойная, располагающая улыбка была страшнее любого звериного оскала, потому что именно с таким доброжелательным, безопасным выражением лица он, вероятно, подходил к той юной скрипачке или врачу, усыпляя их бдительность за секунду до рокового удара. Он что-то тихо спросил, но я видел через оптику, как его цепкий, колючий взгляд уже сканирует салон, проверяя замки, и его сильная рука медленно, без резких движений, потянулась к ручке двери, чтобы рывком открыть ее, и в этот момент напряжение достигло своего пика, но мы фатально не учли одного – мы не учли случайность. В ту самую долю секунды, когда его пальцы уже коснулись холодного металла дверной ручки, а я набрал в грудь воздуха, чтобы отдать долгожданную команду на захват, один из бойцов в мокром кустарнике чуть сместил ствол винтовки. Луч света от проезжающей мимо машины ударил в оптический прицел. Короткий предательский блик в темноте, и душегуб заметил его в зеркале автомобиля. Я видел в бинокль, как маска добродушия слетела с его лица. Мгновенно. Вместо нее проступил дикий, первобытный ужас загнанного волка, который почуял стальной капкан ровно за миг до того, как челюсти сомкнулись. Он не стал нападать, не попытался вытащить скрытое оружие или открыть дверь. Он просто замер на какую-то миллисекунду. Его ноздри хищно раздулись, втягивая сырой воздух, и он резко, с невероятной для его грузной комплекции скоростью, отпрянул от машины нашей сотрудницы, словно от огня. «Брать! Работаем!» – заорал я в рацию, срывая голос, и этот крик разорвал вязкую тишину, но мы фатально потеряли инициативу. Десяток бойцов, разбрызгивая грязь, рванули из укрытия, но топкая почва и тяжелая экипировка сыграли против нас, а преступник уже летел к своему седану, скользя подошвами по мокрому асфальту. Он буквально рыбкой нырнул в салон, захлопнул дверь и заблокировал замки еще до того, как первый оперативник успел добежать до обочины. Двигатель серого автомобиля взревел с надрывным визгом, и вместо того, чтобы просто уехать, он совершил безумный маневр, резко вывернул руль
направив машину прямо на Катю, заставив нас в ужасе замереть, и под прикрытием этого хаоса, разбрасывая камни из-под колес, рванул в темноту, оставляя нас глотать едкие выхлопные газы и горькое понимание, что теперь начинается гонка не на жизнь, а на выживание, где у нас нет права отстать ни на метр. Мы рванули к своим служебным автомобилям, и уже через несколько секунд гнетущую тишину ночной трассы разорвал пронзительный вой сирен и надрывный рев моторов, работающих на пределе своих технических возможностей, потому что началась не красивая киношная погоня с эффектными трюками, а грязная, вязкая и смертельно опасная гонка под ледяным проливным дождем, где любой неверный поворот руля мог мгновенно стать последним. Серый седан летел впереди, разрезая плотную темноту своими тусклыми фарами, и его водитель, похоже, окончательно потерял всякий инстинкт самосохранения. Он выжимал из старой дребезжащей машины все, на что она была способна, полностью игнорируя мокрый асфальт, на котором лысые колеса скользили словно на гладком льду. Я сидел на переднем пассажирском сиденье головной машины, цепившись в ручку двери до боли в побелевших суставах, и с ужасом видел, как стрелка спидометра уверенно перевалила за отметку 160 км в час, но расстояние между нами практически не сокращалось, ведь этот человек знал каждый коварный изгиб дороги, каждую яму и слепой поворот лучше, чем мы знаем свои 5 пальцев. Он шел ва-банк, отчаянно виляя из стороны в сторону, пытаясь сбить нас с толку, и несколько раз намеренно вылетал на полосу встречного движения, чудом не задевая редкие ночные фуры, водители которых в паническом ужасе шарахались на обочину, ослепленные нашими дальними огнями. Дворники метались по лобовому стеклу, как сумасшедшие, не успевая смахивать потоки грязной воды и глины, летевшей из-под его задних колес, но я продолжал кричать своему водителю: «Не отпускай его, только не смей отпускать», потому что в тот момент мы преследовали не просто сбежавшего преступника, а единственный живой ключ к спасению тех, кто, возможно, еще дышит и ждет нашей помощи в его тайном логове. Мысль о том, что если он сейчас растворится в темноте, то 6 женщин так и останутся навсегда в безымянном подвале, заставляла нас рисковать всем и давить на газ, несмотря на практически нулевую видимость и здравый смысл. Казалось, эта безумная дуэль натянутых нервов и раскаленных моторов будет длиться вечно, пока у кого-то не сдадут тормоза, но внезапно беглец совершил резкий, почти самоубийственный маневр, который мы никак не могли предвидеть. Он ударил по тормозам, заставив нас едва не врезаться в его бампер, и, подняв огромный веер брызг, резко свернул с твердого асфальта на размытую черную грунтовку, ведущую прямо в чащу непролазного леса. Этот резкий, совершенно необдуманный поворот на размытую лесную грунтовку стал его роковой непоправимой ошибкой, рожденной животной паникой, а не холодным расчетом. Потому что в пылу погони он, видимо, забыл простую истину. Весенняя распутица в наших краях абсолютно безжалостна и не прощает самоуверенности, превращая любую дорогу в вязкое, непроходимое месиво. Тяжелый седан потерял инерцию. С глухим скрежетом металла о камни он влетел в глубокую колею и сел на днище. В ярком свете наших фар я отчетливо видел, как его задние колеса бешено вращались в холостую, выбрасывая в воздух фонтаны черной липкой грязи и вгрызаясь в податливую глину все глубже и глубже, но автомобиль не сдвинулся ни на сантиметр, окончательно увязнув в этом земляном плену. Двигатель взревел в последний раз, захлебываясь от критической перегрузки, и заглох, погрузив лес в звенящую тишину, которая длилась всего лишь краткое мгновение,
пока водительская дверь снова резко не распахнулась. Осознав, что его надежная железная крепость превратилась в бесполезную недвижимость, он пулей выскочил наружу под проливной дождь, но даже не подумал поднять руки вверх, чтобы сдаться, а бросился бежать прямо в густую непроглядную чащу, с треском ломая сухие ветки и спотыкаясь о выступающие корни вековых деревьев. Мы вылетели из своих служебных машин следом, не теряя ни секунды, и я почувствовал, как ноги предательски разъезжаются на скользкой траве, но адреналин и азарт погони заглушали любой страх, ведь мы четко понимали, если он уйдет сейчас, растворившись в этом бесконечном лесном массиве, мы уже никогда не узнаем, где он спрятал тех несчастных женщин, кто, возможно, все еще жив. Луч моего тактического фонаря хаотично метался по мокрым стволам деревьев, выхватывая мелькающую впереди широкую спину в темной куртке, и расстояние между нами стремительно, неумолимо сокращалось, но он, загнанный в угол и понимающий безнадежность своего положения, был готов пойти на самые крайние меры ради своей свободы. Внезапно беглец остановился, поняв, что дыхание сбилось и бежать больше некуда, и резко, с рычанием развернулся к нам лицом. Но в его глазах я увидел не страх перед законом, а дикую, яростную решимость хищника, которому уже нечего терять и который готов дорого продать свою свободу в этом последнем жестком противостоянии. Его жалкая попытка сопротивления была актом чистого животного отчаяния. Ведь он прекрасно видел, что подавляющее численное преимущество не на его стороне. Но загнанный в угол зверь всегда кусается до последнего, даже отчетливо понимая полную безнадежность своего положения. С рычанием он бросился на первого оперативника. Неуклюжий размашистый удар, но подготовка ребят сработала безупречно. Уже через секунду эта короткая, жесткая схватка закончилась именно тем, чем и должна была. Мощная подсечка мгновенно лишила беглеца равновесия, и он рухнул плашмя прямо в ту самую холодную, липкую весеннюю жижу, от которой он так старательно и маниакально отмывал свою машину на деревенской колонке. И в этом падении была какая-то высшая мрачная справедливость судьбы. Я услышал, как он тяжело с хрипом выдохнул, когда воздух выбило из легких ударом о твердую землю, а следом раздался сухой, резкий металлический щелчок наручников, который в тот момент показался мне самой лучшей музыкой на свете, ведь этот звук означал окончательный финал его безнаказанной охоты. Мы плотно прижали его лицом в грязь, жестко фиксируя каждое движение, и я, тяжело дыша от бешеного бега и зашкаливающего адреналина, рывком поднял его голову за мокрый капюшон, чтобы заглянуть в глаза тому, кто 2 года держал в липком страхе весь наш регион. Теперь передо мной был неуверенный в себе вальяжный хозяин чужих судеб, а жалкий, дрожащий от пронизывающего холода человек с перепачканным глиной лицом, который вдруг ясно осознал, что его игра окончена навсегда. Но мне было плевать на его состояние, уставы или официальные протоколы допроса, потому что в моей голове билась только одна мысль. Я схватил его за ворот куртки, приблизил свое лицо к его и, перекрикивая шум дождя, задал единственный вопрос, от которого зависело все. «Где они? Где 12-я? Говори сейчас же!» Он попытался отвести бегающий взгляд, все еще надеясь сохранить свою страшную тайну, но я встряхнул его так, что у него лязгнули зубы, и тогда он, окончательно сломавшись под тяжестью моего давления, прохрипел слова, которые заставили нас похолодеть. Мы буквально приволокли его обратно к застрявшей в грязи машине, и пока 2 оперативников жестко удерживали его, заламывая руки за спину, я нырнул в салон его седана, лихорадочно надеясь найти хоть какую-то зацепку, которая свяжет этого человека с исчезнувшей накануне девушкой. Удача, которая так долго отворачивалась от нас, в этот раз была щедрой. Под водительским сиденьем моя рука нащупала знакомый предмет. Это был женский смартфон в ярком приметном чехле,
Тот самый, который мы видели на снимках в ориентировке по 12-й жертве. Когда я вылез наружу и молча, с ледяным спокойствием сунул этот неопровержимый вещдок ему прямо в лицо, вся его напускная бравада и маска невинности окончательно рассыпались в прах, уступив место животному ужасу. Он мгновенно побледнел, его губы жалко затряслись, и в глазах появился липкий страх не перед судом, а перед тем, что мы, доведенные до отчаяния, можем сделать с ним прямо здесь, в глухом лесу, без лишних свидетелей и адвокатов. Он прекрасно понимал, что это абсолютный финал, что его тщательно выстроенный темный мир рухнул, и теперь единственное, что у него осталось ценного, это информация, которую он лихорадочно попытался обменять на гарантии собственной жизни. «Не трогайте меня! Я все покажу, клянусь!» — заскулил он, срываясь на визг, когда я снова схватил его за грудки. «Я покажу место, только сохраните мне жизнь! Они там, в подвале! Они еще дышат!» Эти слова ударили меня словно разряд тока. Они. Не одна, а они все. Значит, моя страшная теория о коллекционере оказалась правдой, и где-то существует тайная темница, в которой томятся те, кого мы уже отчаялись найти. Он торопливо назвал координаты. Старый заброшенный хутор в самой непролазной глубине лесного массива, о существовании которого мы даже не подозревали, потому что на всех картах он числился давно исчезнувшим. Я не стал тратить драгоценное время на протоколы. Мы просто швырнули его в нашу машину и рванули по указанному адресу, выжимая из мотора последние силы, ведь я понимал, что счет идет на секунды. Всю дорогу меня била крупная дрожь от жуткого предчувствия, ведь я не знал, что именно нас ждет за гнилой дверью этого подвала. Но когда в свете фар наконец показался черный силуэт дома, я приготовился увидеть то, что навсегда изменит мою жизнь. Мы влетели во двор заброшенного хутора, взрывая колесами мокрую траву, и в мертвенном свете фар этот покосившийся дом выглядел как черный склеп, забытый людьми посреди глухого леса, хранящий свои страшные тайны. Задержанный, трясясь от животного страха, дрожащей рукой указал на неприметную, обитую ржавым железом дверь в земле у самого фундамента, вход в старый овощной подвал, который он превратил в свою личную, скрытую от глаз темницу. Я не стал ждать ключей или соблюдать формальности, а схватил тяжелый лом из багажника и с яростью, в которую вложил всю накопившуюся за эти бесконечные дни боль, ударил по навесному замку, срывая его вместе с петлями. Когда тяжелая дверь с противным могильным скрипом распахнулась, из черного проема на нас пахнуло тяжелым затхлым воздухом неволи, и я первым шагнул в эту липкую темноту, включив тактический фонарь, хотя сердце мое замерло от ужаса перед тем, что я мог там увидеть. Луч света разрезал густой мрак, выхватывая из темноты сырые бетонные стены, остатки чьей-то одежды и сжавшиеся в дальнем углу хрупкие фигуры, которые при виде нас вжались в стену, закрывая лица руками, ожидая не спасения, а очередной боли. Я начал считать их, боясь дышать и моргать. 1, 2, 3, 6, 7. 7 женщин. Здесь были все 6, кого мы считали пропавшими без вести и уже мысленно похоронили, и наша 12-я девушка, похищенная всего сутки назад, которая еще не успела до конца осознать весь масштаб того ада, в который попала. Они были измождены, бледны как призраки. Их глаза, полные страдания, привыкли к вечной темноте, но они были живы, все до одной, и это казалось настоящим чудом. Я опустил оружие. Голос сорвался от кома в горле. «Все закончилось. Мы из полиции. Вы в безопасности». В подвале повисла тишина. А через секунду она взорвалась плачем, от которого даже у моих бывалых оперативников навернулись мужские слезы. Мы выводили их на поверхность одну за другой, бережно поддерживая под руки, потому что они отвыкли от света и свежего воздуха, и когда первая из них подняла лицо к ночному небу, подставляя его под холодные очищающие капли дождя,
Я понял, что ради этого единственного момента стоило пройти через весь этот кошмар. Скорые уже выли сиренами где-то на подходе, разрезая ночь синими огнями, а я смотрел на этих 7 выживших и понимал, что мы не просто раскрыли сложное дело, мы в прямом смысле вырвали их у самой тьмы, и хотя глубокие шрамы в их душах останутся навсегда, сегодня они наконец-то вернутся домой к тем, кто их любит.